на озеро. Ну да. Друзья, мы с вами на Хайнане. Это остров, тропический остров. Если захотите. Thank you. Друзья, что это такое? Здесь еще есть чикины. Смотрите, как оформлено. Выглядит очень красиво. Раки, наверное, лобстеры. Их просто гигантские. Детские. А мы кто? Мы будем испытывать его в тайфуне. Да, вы правильно поняли, друзья. Мы находимся в провинции Гуандун, Санья, на Хайнане. Доброе утро, друзья. Сейчас 7 утра. Дождя нет, но ветер очень сильно. В 2013 году у меня такой же вид был в Риме. Тоже такие черепичные крыши. Но в этот раз, друзья, мы с вами в Китае, на остров Хайнань. Пройдет совсем немного времени. И вот это место, которое внизу, спереди, это центральная торговая площадка на Ялонге. Вся будет открыта, будет очень много народу. А теперь вопрос к вам, друзья. Что может быть вот в таком здании, которое практически находится напротив меня? Подсказка, друзья, это национальная еда. Отель, который я выбрал, мы выбрали. Он очень аутентичный, сделан весь в китайском стиле, но есть особенность. Прелесть этого отеля в том, что он находится в самом центре торговой части и ресторанной части Ялонг. Я решил прогуляться в 6:30. Посмотреть, куда же все-таки можно дойти коротким путем. Внутренняя территория очень зеленая. Сам ресепшн находится на 2-м уровне. Так что не переживайте. Если вы не хотите по лестницам ходить, будете передвигаться на лифте. Для удобства гостей, если вы попали так же, как я, в тайфун или в дождь, а поскольку здесь дождь очень частое явление, здесь сделаны такие навесы, по которым вы можете легко перейти в основные места, где вы хотите кушать, отдыхать, на ресепшн. Они все сделаны очень в красивом китайском стиле. И это действительно великолепное дополнение для тех людей, кто хочет сделать красивые фоточки или записать какое-то интересное видео. В целом, сама атмосфера и интерьер, экстерьер отеля, они, конечно, на высшем уровне. А мы с вами сейчас прогуляемся по территории. Я вам покажу, пока еще народ весь спит. Здесь немноголюдно в эти часы, в утренние часы или в поздние вечерние часы. Ну вот центральная часть, которая, собственно говоря, служит украшением этого отеля. Внизу находится под нами ресторан, который сейчас еще закрыт, но через полчаса, наверное, будет уже открыт. И вы увидите, какое количество людей здесь будет. Множество бассейнов. Я пока еще не пробовал воду. Бугенвиллии. Здесь такая вот фотосессия зоны. Отель называется Swiss Hotel и Resort. Состоит он из 2 отелей. Один это Swiss, а второй это Mercury. Mercury это отдельное здание от отдельных корпусов. Они тоже утопают все в зелени, мы с вами обязательно их посмотрим. Ну, разумеется, если пойти туда, то мы попадем на ресепшн. Входная зона и, собственно говоря, украшение этого отеля – это его ресепшн. Ресторан, который работает, находится как раз вот под этой центральной частью. Здесь много посадочных мест, но мы попробуем с вами подойти к открытию и посмотреть, что же там подают. Первый корпус – это вот та часть, на которую я сейчас навожу камеру. Я как раз живу в этом первом корпусе. Здесь все номера с балконами. На балконах есть кушетки, есть... Ну, ванных я не видел, но говорят, что в каких-то корпусах есть даже на балконной ванная комната. Вот, собственно говоря, сам ресторан. На первом этаже есть номера с выходом в бассейн непосредственно. Но мы не стали такой номер бронировать, потому что там достаточно влажно. В зоне бассейнов есть лежаки. Бассейны все очень неглубокие, потому что китайцы очень боятся воды, боятся плавать. Поэтому здесь вы утонуть не сможете точно. Хоть попробовать воду. Приехал. О, друзья, она
градусов, наверное, 25, если не больше. Есть души, но вчера целый день душ был с неба. Цикл, посвященный деревьям, продолжается. И я здесь обнаружил огромное количество деревьев, которые я никогда не видел. И мы про них отдельно потом поговорим в ролике. Часть, которую я вам показываю, как раз дальше, утопающая в пальмах, она представляет собой вот эти вот отдельные таунхаусы. Есть туалеты, как и в нормальных местах хороших отелей. Я обнаружил все-таки выход на центральную площадь. И в Китае, кстати, распространена такая практика, что вы можете попасть в отель, ну, просто с улицы зайдя, и можете воспользоваться услугами этих ресторанов, которые предоставляет отель. С помощью переводчика я смог объяснить, спросить, бензиновый или электрический. Весь этот транспорт электрический, друзья. И кроме вот таких маленьких с коляской, которые мне очень понравились, есть еще вот такие вот, ну, классические скутеры, которые можно взять. Сложно поверить, друзья, что эта улица крайне оживленное вечернее время. Находится в 2 шагах от отеля, где я живу. Это так называемый Swiss Отель. И здесь множество кухни, не только классическая китайская кухня, но и кухни других народов мира. Как же без соломенной крыши? Без нее никак. Это ж Китай. Практически в 2 шагах находится Pizza Hut. Итальянская кухня пиццы. Также здесь вы можете увидеть знакомые KFC, которые мы тоже посетим обязательно. Разумеется, как и уже без манго желтого, которое здесь растет в естественной среде. Дорога на пляж занимает буквально несколько минут. Я думаю, что минут 5 максимум в развалочку. Вы видите, что здесь вся инфраструктура сделана под вот эти электрические байки. И машины здесь вторичные. Поэтому для путешественника наверняка это окажется большим плюсом передвижения по острову. Кругом множество аттракционов. И вот эта центральная площадь как раз вы найдете по вот этим огромным вышкам, всяким пиратским кораблям и прочим развлечениям. Пляж открыт, вывеска висит с 8 часов утра. Но мы с вами сейчас идем гораздо раньше. Не могу не отметить вот эти замечательные красивые деревья, которые вас стерегают повсюду. Да, друзья, я бы сказал, что это мангровые какие-то растения. Ну и с них иногда что-то тоже такое падает. Наверное, то, что висит сверху. Иногда что-то может упасть не только от птичьего крика, но и от ветра, который в эти дни здесь постоянно. Главное не быть в это время под пальмой. Ночью очень красиво кричали эти птицы. Сейчас они тоже где-то лежат, где-то сидят здесь в этих деревьях. Звучат они, конечно, потрясающе. Вот они. Я их нашел, друзья. С левой стороны от меня я вчера обнаружил ресторан, где есть хот-pot, так называемый. Там огромное количество было китайцев. Но не про это сейчас. Сейчас, конечно, мы хотим увидеть море. Там все закрыто. Но как не увидеть море-то, друзья, с утра? Это же надо обязательно сделать. Я видел только ночью. Сейчас мы с вами увидим, как это выглядит утром. Разумеется, всех интересует, есть ли здесь какие-то душевые. Есть они здесь. Ну, судя по надписи на русском языке, русских туристов здесь достаточно много. Пляж, конечно, песочный. И в сильные волны, в шторм, конечно, разумеется, купаться в такой нельзя. Здесь кругом есть спасатели. Я сегодня не захватил свой микрофон, но надеюсь, что iPhone с 4 микрофонами с этим справится. Мы видим с вами, друзья, вот такие навесы из деревьев, естественные, очень красивые. Сегодня ветрено, но пока дождя нет. Пляж очень большой, огромная бухта, закрытая, но сегодня тайфун, поэтому купаться, конечно же, нельзя. Расскажите об этом кокосу, который приплыл сюда. Может быть, из другого государства. И сегодня мы с вами наблюдаем последствия тайфуна. Дождя уже, правда, нету, слава богу.
Ветер очень сильный, друзья, но первое впечатление — очень тепло. При таком сильном ветре и влажности очень-очень тепло. Хотя сейчас около 22, там 24 градусов. Посмотрим, как справится этот штатив, подвешен на дерево в тайфун. Мы будем испытывать его в тайфуне, в разных местах, в разных аспектах. И посмотрим, что же нам подарит Хайнань в ближайшее время и недели. Пляж сейчас закрыт из-за тайфуна, но все равно чувствуется море. Друзья, тепло, соленый запах и вкус. Первый полноценный день. Мне уже нравится начало нашего дня. Напишите в комментариях, друзья, что это такое. Если вы пользовались такими штуковинами, напишите. Мне на самом деле очень интересно было посмотреть. И особенности, вот видите, что они все с электротягой. То есть они все электрические. Ну и батарейка, посмотрите, какое напряжение и какая мощность. Выглядят они просто бомбезно, друзья. И их тут много, друзья. Аккумуляторы бывают разные. Ну и для разных целей, и для разных путешественников. Не только для маленьких. Для любителей пощекотать себе нервы, друзья, есть вот такие вышки, на которых вы можете прыгать. Прыгать куда? Наверное, точно не в батуты, скорее всего, в воду. Обзоры, которые я смотрел, вот этой инфраструктуры, центральная стела, кстати, вот там, здесь настолько все это рядом, что обзоры не передают этого. Кокосы падают сами. Найти это место не составит труда, поскольку здесь очень ярко. Как же без Макдональдса? Никак. Зайдем в местный Макдональдс, попробуем, что там есть. Решил взять Макдональдс. Здесь он есть. Оплата очень простая, друзья. Просто подносите QR-код на Alipay и списывается с вашего баланса. Я заказал вот такую штуку за 30 штук. Вот такую штуку. Поджаренный двойной. Ну, в такое раннее утро в Макдональдсе никого нет, только доставщики. Китайский Макдональдс. Похож он на наш, который был. Ну, для тех, кому нужен Wi-Fi, он здесь есть. На лошадках кататься не будем. Но завтрак из Макдональдса я уже купился. Да. Шикарно. Приключения продолжаются, друзья. Хайтанг Плаза. Ну, там, скорее всего. Друзья, мы с вами приехали в самый крупный в Китае центр беспошлиной торговли. И посмотрим, что там есть интересного. Здесь есть магазин Huawei, друзья, фирменный. Смотрите, как оформлен, вообще бомбически сделан. Я хочу посмотреть себе наушники и хочу посмотреть новые вещи.
особенно машины. Смотрите, как оформлено здесь красиво. Здесь вообще чудесная архитектура и строится совершенно невероятный небоскреб. Конечно, здесь надо приехать, все самим посмотреть, как это сделано для людей. Здесь огромное количество магазинов, практически всех брендов именитых. Не только косметика, парфюмерия. Я здесь видел Туми магазин, Samsonite. Ну, в общем, здесь огромное количество магазинов. Их просто гигантское. Огромный торговый комплекс Duty Free. Хайнане, Хайтанг. Изумительный дизайн, друзья. Совершенно невероятно в каждой части. Вы здесь точно не заблудитесь, даже не зная китайского языка. Здесь можно выбрать навигацию и в поиске забить то, что вам требуется. На английском языке или по списку. Вообще настроение здесь удивительное. Сама атмосфера, музыка. Даешь на ленту, и он начинает ехать. Все как для людей. 3 этажа огромного комплекса с брендами. Совершенно космическое зрелище, друзья, этот комплекс. Здесь сплелись все: современность, культура, языки, музыка. Это место однозначно стоит для посещения для тех, кто не любит шопиться. Вам точно здесь понравится. Посмотрите, друзья, что можно сделать, если захотеть. Как бы я выглядел без сумки, друзья. А ведь она уехала вместе с таксистом. И если бы не добрые сотрудники, китайцы. This is my friend who helped me in China. Thank you, friend. Thank you. Которые помогли мне. То, как знать, микрофон и камера пленочной фотографии не состоялось бы. Вот такие красивые переходы можно сделать, друзья, если захотите. Все сделано красиво, все сделано для людей, для их удобства. Просто супер. Здесь можно провести целый день с семьей. Он огромный и красивый. Через большой мост мы отправляемся в другой комплекс. В этом комплексе нам ничего нельзя купить. Прикольно. Можно на паровозиках, но мы не дождались. Мост, оказывается, через реку, друзья, не просто так. Река есть. Можно прочитать, друзья, что вот эта архитектура Бегонии была построена мировым лидером дизайнерской компании Франции YP, которая разрабатывала и строила французский музей современного искусства во Франции. Ну, в общем, все прочитайте сами. Если что, мы на нем находимся. Здесь еще есть всякие там паровозики ездят, на которых можно проехать, посмотреть. Это второй комплекс. Здесь уже надпись есть на русском языке. В общем, еще одна попытка, друзья. Другой комплекс, но здесь есть одна единственная надпись на русском языке. А вдруг? Как вы думаете, библиотека такая? Зачем? Ответьте на вопрос, мне даже самому интересно. Вот такой вот люмпин. Ну да, озеро. Интересно. Нашли очень необычное место, где можно готовить свежее мясо. И вот сейчас подойдем посмотрим. Там еще есть точка, где живые гады всякие разные. Я не знаю таких рыб.
Все рыба, в рыбах все. Нафиг такого размера. Да? Вот это размер. Ракина? Нет, это не рак. Какой? Какая стрекоза. Да. Ой, медведи. Они, смотри, что тут делают тут. Ну, Олег, это детские эти. Детские. А мы кто? Чикины. Красные. Для детей здесь много всего самого интересного, друзья. Чего только здесь нету. Всяких разных развлечений. Можно походить, побродить, пофотографироваться ночью. Если у вас хороший телефон, все получится. Бомбическая вещь, друзья. Из чая делается, из фруктов. Bubble tea, или как это называется. Просто бомбическая. У меня манго. Креветки, пельмени идут как гарнир. Космическая еда. Почувствуй себя астронавтом. Чувствуй себя астронавтом. Горите в космосе. Кругом панды летят на бамбуковые деревья. Выглядит очень красиво. Разумеется, в Турции в таком море я бы купался уже. 100%.